Ибрагим Челикол родился 14 февраля 1982 года в городе Измит, Турция. Он прошел путь от профессионального баскетболиста и модели до одного из самых узнаваемых актеров турецкого телевидения. Его жизнь – это не только блеск экранов, но и множество испытаний, разбитых чувств и внутренних переживаний, о которых он редко говорил публично. Эта история – не просто рассказ о его романах. Это путь мужчины, который любил, ошибался, прощал и начинал все заново, сохраняя достоинство и силу духа даже тогда, когда судьба проверяла его на прочность. Детство Ибрагима Челикола прошло в обычной турецкой семье в городе Измит. Он рос активным, спортивным и добрым мальчиком, который всегда защищал тех, кого обижали. Его отец был пожарным и пользовался большим уважением среди людей, а мать – заботливой и мудрой женщиной, которая с самого детства учила сына стойкости и терпению. Когда Ибрагиму было 13, он начал заниматься баскетболом. Высокий рост, сила и упорство сделали его одним из лучших игроков в школьной команде. Он мечтал стать профессиональным спортсменом и даже участвовал в турнирах на национальном уровне. Жизнь шла своим чередом, пока однажды все не изменилось. Потеря отца стала для него настоящим ударом. Этот день он не любит вспоминать. После похорон он долго сидел в своей комнате, не разговаривая ни с кем. С тех пор в нем появилась тихая печаль, которая не покидала его долгие годы. Он перестал улыбаться без причины и начал смотреть на жизнь иначе, серьезнее, глубже. Баскетбол стал для него способом не думать о боли. Каждый матч был для него не просто игрой, а борьбой с самим собой. Но чем больше он играл, тем сильнее чувствовал, что его душа ищет чего-то другого. После нескольких лет в спорте Ибрагим понял, что не хочет оставаться только спортсменом. Он начал пробовать себя в модельном бизнесе, сначала ради любопытства, а потом это стало частью его жизни. На съемках одной из реклам он впервые понял, что камера способна ловить не только внешность, но и внутренние чувства. Он умел передавать взглядом грусть, силу, уверенность, все, что накопилось в нем после потери отца. Эта глубина быстро привлекла внимание режиссеров. Так начался новый этап его судьбы. Но внутри он все еще оставался тем мальчиком, который молчал, когда было больно. Он редко делился эмоциями и держал все в себе. Это качество, сила и слабость одновременно, навсегда останется частью его характера. Позже именно оно станет причиной, почему его любили и почему от него уходили. После первых успехов в актерской карьере Ибрагим познакомился с певицей Тугба Экинчи. Она была яркой, уверенной и знала, чего хочет от жизни. Он – спокойный, сдержанный, привыкший к молчанию. Их знакомство быстро переросло в роман. Тугба восхищалась его мужской силой и внутренней тишиной, а он – ее независимостью и смелостью. Но со временем стало ясно, что они слишком разные. Она жила эмоциями, он – размышлениями. Тугба хотела слов, внимания и постоянного огня, а Ибрагим предпочитал говорить поступками. Именно это расстояние между их мирами постепенно разрушило отношения. Без скандалов, без упреков, просто конец, как тихое затухание пламени. Для Ибрагима это был важный урок. Он понял, что любовь требует не только чувства, но и открытости. А молчание, даже из добрых намерений, может ранить сильнее слов. После расставания с Тугба Экинчи Ибрагим надолго остался один. Он закрылся от людей и полностью погрузился в работу, стараясь не думать о личном. Но в конце 2010 года в его жизнь неожиданно вошла новая глава – знакомство с актрисой Синем Кабал. Они встретились на одном светском мероприятии. Синем в тот вечер была яркой,
уверенной и притягательной. Она разговаривала легко, с улыбкой, и это сразу растопило холод в его взгляде. Ибрагим почувствовал к ней особое тепло, то, чего ему давно не хватало. Она напомнила ему, что жизнь может быть светлой и теплой даже после потерь. Между ними быстро возникла связь. Они стали проводить много времени вместе, поддерживали друг друга в работе, ездили за город, скрываясь от внимания прессы. Синим привнесла в его жизнь радость, а он – спокойствие и надежность. Но чем ближе они становились, тем яснее понимали, их мечты о будущем слишком разные. Ибрагим хотел семьи, дома, ребенка. Он уже тогда стремился к стабильности, к теплу, которое не нужно доказывать словами. А Синим, наоборот, была на подъеме карьеры и не представляла себя в роли жены и матери. Она ценила свободу, независимость и не хотела спешить. Через 10 месяцев они расстались. Без скандалов, без драмы, просто тихо поняли, что идут в разные стороны. Для Ибрагима это стало болью, о которой он не говорил никому. Он снова выбрал молчание, как всегда. Снаружи оставался сильным, а внутри нес ту самую тяжесть, что делает мужчину старше, чем он есть. Эта история многому его научила. Он понял, что любовь – это не только чувство, но и готовность к одинаковому пути. После Синим он стал еще более осторожным, но и мудрее. Он понял, что не каждая любовь должна длиться вечно, но каждая оставляет след. После расставания с Синим Кабал Ибрагим снова остался один. Он замкнулся, стал меньше общаться и полностью ушел в работу. Именно тогда судьба свела его с актрисой Денис Чекыр, женщиной сильной, опытной и уверенной в себе. Они познакомились на съемках сериала «Ифет». Их герои на экране переживали бурные чувства, и эта энергия быстро перешла за кадр. Сначала они отрицали любые слухи, но позже стало очевидно, между ними не просто дружба. Денис помогла ему выйти из внутренней тишины, а он стал для нее человеком, на которого можно опереться. Со временем они начали жить вместе. Ибрагим рядом с ней казался по-настоящему счастливым. Он даже сделал ей предложение, и в начале 2013 года поклонники ожидали их свадьбу. Казалось, теперь он наконец нашел ту, с кем построить семью. Но все оборвалось внезапно. Однажды Денис застала Ибрагима с другой девушкой по имени Рейни. Это стало точкой, после которой все разрушилось. Она не стала устраивать сцен, просто ушла. А он замолчал. После расставания Ибрагим пропал из виду на несколько месяцев. Он не комментировал ничего, не давал интервью, просто переживал все в одиночестве. Тот период стал одним из самых тяжелых в его жизни. Он понял, как легко можно потерять все, что дорого, и как больно, когда любовь превращается в тишину. Именно после этой истории он стал другим. Менее доверчивым, более холодным внешне, но глубже внутри. Он начал понимать, что настоящие чувства не должны разрушать, они должны лечить. После тяжелого разрыва с Денис Чекыр Ибрагим долго восстанавливался. Он стал еще более замкнутым, почти не появлялся на светских мероприятиях и избегал лишнего внимания. Казалось, что в его жизни больше не останется места для чувств. Но весной 2013 года судьба вновь напомнила о себе. Он познакомился с Ясемин Кай, молодой девушкой, далекой от мира шоу-бизнеса. Она не пыталась его впечатлить, не задавала лишних вопросов, просто была рядом. В ее спокойствии он нашел то, чего так долго искал – тишину без ожиданий. Их отношения длились недолго, всего несколько месяцев.
Они старались не показываться на публике и держали все при себе. Для Ибрагима это был период, когда он учился снова доверять. Но раны прошлого были слишком свежи, а сердце все еще устало от разочарований. Когда они расстались, никто не знал точной причины. Просто в какой-то момент их пути разошлись. Ясемин оставила в его жизни короткий, но светлый след, как напоминание о том, что не каждая любовь должна быть вечной, чтобы быть важной. После этого Ибрагим решил больше не спешить с чувствами. Он понял, что торопить судьбу значит снова потерять себя. И вскоре начался новый, более зрелый этап его жизни. После расставания с Ясемин Кай Ибрагим будто устал от любви. Он не искал отношений и почти не говорил о личном. Все, что происходило в его жизни, он держал при себе, пряча чувства за спокойным лицом. Однако в те годы у него все же были короткие романы. Одним из них стала певица Эбру Поллат. Их связь длилась недолго, несколько месяцев. Они появлялись вместе на вечеринках, но без показной страсти. Это был скорее поиск тепла, чем настоящая любовь. После разрыва они сохранили уважение друг к другу, не превращая личное в скандал. В жизни Ибрагима были и другие короткие истории с девушками, о которых почти ничего не известно. Он просто пытался заполнить пустоту, которую оставили прошлые чувства. Но, как бы ни старался, внутри оставалась тишина. Он все чаще говорил друзьям, что хочет простоты, семьи, покоя, без суеты и игр. Тогда он стал меняться. Он все меньше появлялся в прессе, больше времени проводил на съемках и с друзьями, занимался спортом и помогал родным. И где-то в этот период судьба начала подготавливать его к встрече с женщиной, которая позже изменит всю его жизнь, Михрой Мутлу. Это был новый этап. Не яркий, не бурный, а спокойный и зрелый. Он будто впервые осознал, что настоящая любовь не обязана быть громкой. Она может быть тихой, но надежной. После нескольких лет одиночества и коротких романов Ибрагим наконец встретил женщину, которая принесла в его жизнь долгожданное спокойствие. В 2017 году он познакомился с Михра Мутлу, архитектором, далекой от мира телевидения и славы. Она была уравновешенной, интеллигентной и умела слушать. Именно этого всегда не хватало ему в прошлых отношениях. Ибрагим быстро понял, что рядом с ней хочет остаться надолго. Их отношения развивались спокойно, без лишней публичности, но с глубоким уважением друг к другу. Он часто говорил друзьям, что именно в ней нашел ту редкую простоту, которой так долго ждал. Через год они поженились, и поклонники впервые увидели Ибрагима по-настоящему счастливым. В 2019 году у пары родился сын Али. Для Ибрагима это был один из самых светлых моментов в жизни. Он стал заботливым отцом, старался проводить с сыном каждую свободную минуту и даже на съемках часто говорил о семье. Но за внешним благополучием постепенно начали появляться трещины. Михра не любила внимания прессы, а работа Ибрагима требовала постоянной публичности и разъездов. Расстояние между ними росло, а общение становилось все реже. К 2022 году стало ясно – брак не выдержал. Они расстались без скандалов, с уважением и ради сына. Ибрагим тяжело пережил этот период, но не стал делиться болью с миром. Он просто продолжал работать, улыбаться перед камерами и хранить молчание, как всегда. Позже в интервью он сказал лишь одну фразу: «Иногда любовь не заканчивается, просто превращается в благодарность». И в этих словах чувствовалась вся его зрелость и усталость одновременно. После развода он остался близок с сыном и часто проводит с ним время. Он больше не ищет громких чувств,
Теперь он ищет спокойствие, которого не было в прошлом. После развода с Михрой Мутлу Ибрагим Челиккол пережил непростой период. Он отдалился от публичности, много времени проводил с сыном и старался прийти в равновесие. Для многих он казался замкнутым и холодным, но внутри все еще жил человек, умеющий любить, просто тихо и по-взрослому. Вскоре в его жизни появилась женщина, которая изменила все. Ее имя – Натали Ерджан. Она не актриса, не модель и далека от мира шоу-бизнеса. Натали получила образование в области маркетинга, работает в деловой сфере и избегает публичности. Именно это и покорило Ибрагима. Она не требовала внимания, не искала славы, просто была рядом, искренне и спокойно. Их отношения развивались без шума. Они редко появлялись вместе на мероприятиях, не делились личными фото и не давали интервью. Для Ибрагима это стало настоящим глотком воздуха. Впервые за долгое время он чувствовал, что может быть самим собой. Постепенно они сблизились настолько, что начали строить серьезные планы на будущее. По словам его окружения, пара намерена связать себя узами брака, и их чувства действительно серьезны. Рядом с Натали он будто заново открыл себя. Он стал мягче, улыбчивее и спокойнее. Даже поклонники заметили, в его взгляде снова появилось тепло. Натали помогла ему поверить, что любовь может быть без драмы и боли, без ревности и публичных историй. Просто настоящая, взрослая, тихая любовь, которая не требует доказательств. Также нельзя забывать о Бирджи Акалай. После съемок сериала «Черно-белая любовь» между ними действительно возникла особая связь. Химия на экране была настолько сильной, что зрители уверяли, между ними не только актерская игра. Но эти отношения остались за гранью дружбы и уважения. Ибрагим никогда не комментировал эти слухи, предпочитая хранить личное в сердце. Сегодня он живет спокойно и осознанно. После всех потерь, ошибок и испытаний Ибрагим наконец нашел ту, с кем не нужно притворяться. Натали стала для него не просто любимой женщиной, она стала домом, где можно быть настоящим.